Историкам лишь предстоит изучить тернистый путь, который привел империю зла к тому, что вместо парада в Киеве ее генералы и чиновники обсуждают, как защитить парад в Москве. Парад былой победы, которая принадлежит всем народам бывшего СССР, а особенно Украине, по которой войска деда Адика прокатились дважды, сначала наступая и сжигая все на своем пути, потом отступая и взрывая все на своем пути. Одичалые по этому поводу даже прослезились соплями и начали разбрасывать под суммами листовки с текстом «Наши деды были братьями, история развела нас, но День Победы – это память, которую не разделить». Еще одни дегенераты на дроне возложили цветы на могилу неизвестного солдата в Херсонской области. Ножками не выходит, их отрывают в киллзоне ЗСУ. Товарищи одичалые, все это очень мило, но развела вас не история, а обычный офицер ФСБ, который теперь прячется по бункерам, где всячески оттягивает свой конец как в прямом, так и в переносном смысле. На горе Алине и всему человечеству. Это удивительно, но именно Кремль на 5-й год полномасштабного вторжения выглядит осажденной крепостью, без интернета, с неработающими аэропортами и системами ПВО, которые стянули к Москве со всех селей и весей великой и злобной страны. Абсурд ситуации дошел до такой степени, что теперь президент Зеленский, да продлятся дни его вечно, обменивается угрозами с богомерзким Кремлем, и каждая из сторон решительно настроена устроить апокалипсис друг к другу. Что мы понимаем на этот момент? Москва отвергла предложение Киева начать перемирие 6 мая и вчера уверенно лупанула по зданию детского сада в Сумах. Потом выступила представитель одичалого МИД Мария Захарова и сообщила следующее. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. В ответ президент Зеленский, дай бог ему крепкой династии, ответил, что перемирие сорвано, у ЗСУ развязаны руки, и мы будем отвечать зеркально. Тут я немного поправлю нашего Златоуста. Мы не будем отвечать зеркально и бить по детским садам. Мы будем выбирать важные для нас военные цели и уничтожать их даже в самый святой праздник некроимперии. Именно поэтому сегодня в Подмосковье был поражен военно-логистический центр НАРА, Министерства обороны одичалых. Ударит ли Кремль по Киеву? Ударит ли Киев по Кремлю? Поговорим об этом в следующей часті випуска. Доброго вечора, ми з України, ви дивитесь проект «Україна в вогні», мене звати Рауль. На этом месте ставим лайки, подписываемся, не забываем про перепосты, в конце жду ваших комментариев. Если хотите помочь более глобально, то, пожалуйста, в описании к видео на YouTube вы можете найти все наши реквизиты. Отдельная благодарность нашим партнерам на Патреоне и на YouTube. Вы очень сильно помогаете. Ну а мы продолжаем наш сюжет. Планирует ли Киев удар по параду в Москве? По моему мнению, это было бы крайне неразумно. Лаптиканда по-прежнему остается ядерным государством. Кроме ядерки, у одичалых остается достаточное количество обычных ракет для того, чтобы пробить ПВО любого украинского города. Есть и медийно-гуманитарная составляющая. Удар по площади, которая забита не только солдатами, но и согнанным на площадь мирным населением, будет выглядеть варварством и сработает против Украины, а не в ее пользу. Гораздо логичнее и разумнее ударить по оголенным местам Лаптиканды, там где есть НПЗ, военное производство, склады и скопление живой силы и техники одичалых. А на Москву было бы неплохо запустить 1000 дронов-обманок с листовками. Мы готовы к миру, если вы сдадите Медведева в рехаб, Машу Захарову в СПА с горячей водой, а Кабаева замочите в сортире или замуруете в каком-то бункере до 2050 года. Даже один украинский дрон над Красной площадью станет настоящим символом краха империи, как когда-то это было с немецким летчиком Рустом, который на своем маленьком спортивном самолетике в 1987 году преодолел все ПВО СССР и приземлился прямо на Красной площади. В Кремле это прекрасно понимают, поэтому у Кабаева истерика, и он задействовал все механизмы давления на Украину.
от расчехления орешника в Капустином Яру до ядерных испытаний и активации Дональда Фредовича Трампа. Та же самая Мария Захарова уже триумфально заявила, что дед Лунтик поддержал предложение деда Кабаева о перемирии на 8-9 мая. А кто мы такие, чтобы не слушаться США? Кстати, накануне Лунтик в щедротах своих сообщил, что Зеленский хитрый парень. Ага, а умный как змея, добавил Снабу. Ну что ж, теперь Лунтику придется что-то нам предложить. Например, ракеты к системам Patriot, потому что арсенал угроз подошел к своему логическому завершению. Кабаев вот, например, грозит орешником. А Лунтик, а чем он еще может нам угрожать? Продавать оружие для нас через ЕС он не перестанет, потому что доходы Америки превыше всего. Тем более, что сейчас Лунтик и его младобабыны сильно заняты Ираном. Верховный лидер США утверждает, что уже готов одностраничный документ, который станет началом мирного урегулирования конфликта. Штаты снимут блокаду с портов Ирана и некоторые санкции. Иран откроет Ормузский пролив для всех и передаст свой обогащенный уран США, а ядерную программу заморозит на неопределенное время. План, как всегда, надежен, как швейцарские часы. Поэтому все по-прежнему ни хрена не понятно, туманно и неясно. Я лично слабо себе представляю, что Иран, переживший такое избиение, добровольно отдаст практически готовое ядерное оружие своему врагу. Для населения это будет означать полную капитуляцию и беззащитность от всемогущего Израиля. Либо же мы слишком переоценили оборонительный потенциал Ирана, и все там висит на волоске, а Ксир находится на последнем издыхании. Ждем рамочного договора, который вот-вот подпишут. В общем, Лунтику сильно не до парада в Москве и хитромудрых стратегий нашего президента. А в это время западная пресса, ссылаясь на неназванного высокопоставленного одичалого чиновника российского правительства, предлагает нам очень и очень занимательную аналитику на тему скорого падения режима в РФ. Основные тезисы. Путин завел Россию в тупик, и никто не знает, что будет дальше. Чиновники, губернаторы и бизнесмены обсуждают будущее уже не в контексте того, что решит Путин, а как нечто, что будет разворачиваться независимо от него и, возможно, уже без его участия. Другими словами, режим утратил монополию на формирование будущего. Откуда такая печаль и скорбь? Аналитики указывают на 4 самых важных фактора. Первый – это цена войны. Никто не предполагал, что все зайдет так далеко по потерям в живой силе и что Украина начнет выжигать экономику и ВПК Лаптиканды. Все полагались на силу армии одичалых, а теперь приходится клянчить помощью Северной Кореи и Китая, а Сирия и Иран вместе с Венесуэлой тупо вышли из чата. Во-вторых, одичалые элиты не понимают правил игры. Им пришлось вернуть свои капиталы в Россию. За последние 3 года у бизнесменов было конфисковано активов на сумму около 5 триллионов рублей. Они хотят видеть свет в конце Монако и план, который вернет их к прекрасным скулам и глазам Виктории Бони, а не загонит за Урал, где эпиляцию не отличают от мелиорации, а купальники подозрительно похожи на ватные шорты с топиком из китайского пуховика. Третий фактор – изменение геополитического климата. Теперь Европа покупает газ в других странах. Место России в Совете Безопасности ООН обесценилось, а ядерный шантаж подорвал режим нераспространения. Четвертый пункт – это разрушение социального договора, согласно которому государство не вмешивалось в частную жизнь людей, а граждане в политику. То есть свобода в обмен на колбасу и тихую критику в курилках и на кухнях. Отобрав свободу, у одичалых абсолютно закономерно начали отбирать колбасу. И не потому что Кабаев злой, просто колбасы стало не хватать даже для политбюро. А выбирая между Алиной Кабаевой и простым народом, выбор как бы очевиден. Да, в РФ еще открыты границы и не началась всеобщая мобилизация. Но перерождение интернета в чебурнет, цензура и борьба с инакомыслием и даже здравым смыслом идут полным ходом. Умные продолжают уезжать. В итоге все 4 фактора создают ситуацию, которая в шахматах известна как цугцванг. Каждый ход ухудшает позицию. Система может существовать до тех пор, пока Путин находится у власти. Но каждый его шаг по сохранению и расширению этой системы ускоряет ее упадок. Замечу, что все это мы ожидали в 2023 году, но недооценили размеры и запасы России. Оказалось, что у империи очень высокий болевой порог, и только интенсивное воздействие ЗСУ и санкций наконец-то начало влиять на центральную нервную систему Лаптиканды. Очевидно, что Кабаева крепко плющит
И если бы дед Лунтик не был таким откровенным лохматым пуделем, сидела бы уже деда за столом переговоров и не сильно возражала от вступления Украины и в НАТО, и в ЕС. Но ничего, хруст и треск в коленях колосса на глиняных ногах слышен уже всем и без специальных устройств. В Новосибирске в электричке начали устанавливать пластиковые окна. Руководство решило, что так дешевле, чем искать оригинальные окна для советской электрички. Окно зафиксировали монтажной пеной и так и оставили. Главное, чтобы не дуло. Ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают. На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в вогні». Пам'ятайте про те, що попри усі негаразди, рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!